Адаптивное шумоподавление Quiet Max с несколькими режимами. Режим прозрачности, поддержка фирменного приложения, технология пространственного звука, 6 микрофонов с алгоритмом на базе искусственного интеллекта, Bluetooth чип версии 5.3, игровой режим с низкой задержкой 0,08 секунд, время автономной работы до 30 часов вместе с боксом и до 7,5 часов на одном заряде наушников, водонепроницаемость IPX5, встроенные датчики обнаружения уха, интеллектуальное сенсорное управление. И как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием One More Piston Buds Pro Q30. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой черной коробке с тонкого картона с изображением, названием и краткой информацией о модели. Упаковка отличная, учитывая стоимость. В комплекте же у нас, как всегда, бокс, наушники, амбушюры разных размеров неплохого качества, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Вес одного наушника 4,8 грамма, а вес бокса 34 грамма. Габариты наушников средние, я встречал куда более компактные модели. Бокс не из маленьких. Но в целом я не скажу, что наушники бокс большие. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр, плюс за то, что он коротенький. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, перейдем же к наушникам. В продаже имеется только две стандартные расцветки, это черная и белая. Дизайн бокса лично мне нравится, хоть и бокс не практичный. Из элементов дизайна можно выделить глянцевую вставку с верхней части крышки, где также расположили надпись One More. Выполнен бокс из матового пластика, а собран он вполне хорошо. Из рук не выскальзывает, в кармане он слегка мешается. На корпусе также расположили LED-индикатор, краткую информацию, разъем USB Type-C и кнопку для сброса. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется. Шарнир пластиковый, но люфт у крышки отсутствует, за что отдельный плюс. Далее, внутри есть два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировка Left и Right. Извлекать наушники из бокса удобно и крышка не мешается. Наушники в боксе слегка гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса у меня не вышло, как и с открытой крышкой бокса. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика с небольшими матовыми вставками в верхних частях ножек. Эргономика наушников неплохая, ножки средней длины. Посадка комфортная, пассивная шумоизоляция средняя, во время пробежки из ушей наушники не выпадают, но после 2 часов прослушивания музыки может ощущаться легкий дискомфорт. Далее, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме, с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, логотип One More, LED-индикаторы, которые не мигают во время прослушивания музыки, и сенсорные области для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и переключение между режимами шумоподавления. На команды наушники откликаются хорошо, но управление реализовано не лучшим образом, так как доступен только двойной и тройной тап, а также зажатие, на которое зашито ANC и режим прозрачности. Понятно, что они одиночный тап убрали с точки зрения того, чтобы не было ложных нажатий, но все же лучше было его реализовать без ложных нажатий или возможности его, допустим, отключать. Команды сопровождаются системными звуками, которые, к сожалению, нет возможности отключить. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами DLC, активное шумоподавление, как вы уже поняли, на борту. Данная пара использует технологию Quiet Max Adaptive ANC с шумоподавлением до 42 дБ. В фирменном приложении можно выбрать силу ANC и включить адаптивный режим. ANC показал себя на практике хорошо, адаптивный режим отрабатывает в целом тоже неплохо. Но лично я в основном использовал сильный ANC, если находился в шумных местах. К примеру, рядом с дорогой или в метро. В остальном я прослушивал музыку без ANC, а вот что действительно я часто использовал, так это режим прозрачности. Реализован он хорошо, и вести беседу, не снимая наушники, на улице в целом удобно. ANC и режим прозрачности не могут работать с одним наушником. Piston Buds Pro Q30 поддерживает технологию пространственного звука для создания эффекта с расширением сцены и создания объемного звучания. По моим впечатлениям я могу сказать, что подойдет данная функция по большей части только для фильмов, ну и частично для игр. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушнике работают и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, анимацию внутри необходимо включать через приложение, как и функцию мультипоинт. Она, к слову, полноценная до 2 устройств. Из полезного также можно выделить датчики обнаружения, которые отрабатывают корректно, их можно настроить в приложении. Саморазряд у бокса я не наблюдал, бокс заряжается за 1 час 25 минут, а наушники за 55 минут. Отыграла данная пара на 75% громкости по кодеку AAC 6 часов 10 минут, а с боксом они могут прослужить около 27 часов. Время автономной работы хорошее, ко
ко всему есть быстрая зарядка на 10 минут, и 10 минут обеспечивают еще час и 20 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX5 только у наушников. Я, разумеется, искупал их в воде около 30 секунд, так делать не стоит, но по итогу у меня они остались живы, но напоминаю, что IPX5 защищает только от влаги и пота и мелкого дождика, так что топить их нельзя, и вам не советую. Летим дальше. OneMore Piston Buds Pro Q30 подключаются к приложению под названием OneMore. На стартовой странице с подключенными наушниками есть заряд наушников и бокса по отдельности ко всему в процентах. Далее можно обнаружить настройку ANC, настройку датчиков обнаружения, сенсорного управления, включение-выключение режима низкой задержки, режима Spatial Audio, обновление прошивки, к слову, обновление мне еще не прилетало, а для персонализации звучания есть 12 эквалайзеров и 10-полосный кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются неплохо. Далее можно воспользоваться успокаивающими звуками, которых достаточно на выбор, но в приложении Soundcore от Anker данный функционал реализован лучше, хоть и в нем нет прогревания наушников, как в приложении OneMore. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC. Через одну стену они не отваливаются, как и через две стены. Задержка с включенным режимом низкой задержки на YouTube незаметна, в целом, как и в играх. Примеры вы, разумеется, сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, я бы даже сказал, лучше, чем я ожидал, но перегруз есть, особенно в шумных местах. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников OneMore Piston Buds Pro Q30. Это их микрофоны, и насколько они хорошо отрабатывают, решает, как всегда, вам. Ваши микрофоны в вашем смартфоне будут всегда отрабатывать лучше. А как будут отрабатывать микрофоны этого устройства, вы слышите. В принципе, для коротких переговоров этого будет чем достаточно, более чем. Звучание. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Не скажу, что эта пара самая громкая, но запас громкости у нее есть. Звучание хорошо сбалансированное, бас плотный и глубокий, при этом он не мешает остальным частотам. Вокал звучит приятно, как и мужской, так и женский. Середина с хорошей проработкой, удобно, что звучание можно персонализировать в приложении, и в целом для повседневного использования данной пары более чем достаточно. Из минусов плохо реализовано по мне управление и не прилетало обновление. Значит, они не спешат, обновлять есть что. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Всякие там Poco X6 Pro были по 24 тысячи или X6 по 19. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G был за 30. Распродажи не только во время распродажи, но и в middle сейлах. Мой личный телеграм-канал, где мы постоянно общаемся 24/7. И телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 17 тысяч человек. Хотите узнать чужое мнение в большом количестве, не как на форумах, которые чистят, чтобы вы не узнали недостатков, милости прошу. Резюмирую, OneMore Piston Buds Pro Q30 хорошие ТВС-наушники за свою стоимость. Они имеют ряд полезных функций и преимущества перед остальными наушниками. Мне данная модель понравилась, но вот к минусам я отнесу отсутствие компактности как у бокса, так и у наушников. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Девайсу от меня однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.